Сегодня мы будем собирать игровой компьютер с условием, что он должен соответствовать всем современным требованиям для игр. Он должен тянуть все игрушки на ультра настройках. Компьютер мы будем собирать с нуля, не бэушный. А наш бюджет это менее 30 тысяч рублей на системный блок. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть и что у нас получится из этого. Посмотрим, что войдет в комплектацию нашего ПК. Начнем с некоторых комплектующих. Перед нами системная плата Asus, модель M5A78LM-LX3. Ее сокет AM3+. Как вы уже поняли, процессор AMD. Сейчас мы рассматриваем с вами системную плату сразу с установленным процессором и системой охлаждения, кулером. Так как я уже установил и разбирать уже не буду. Кулер башенный. Прежде, хочу заметить, был куплен другой кулер. Но его мощности тепловыделения не хватило, поэтому я вот заменил на башенный. Системная плата имеет два разъема под оперативную память типа DDR3. Можно, конечно же, было уже купить DDR4, но сойдет и так. Потом один разъем PCI-Express под видеокарту, PCI-Express Mini и дополнительный разъем под сетевую карту, видеотюнер и так далее. Ну, в общем, стандарт Mini ATX. Несколько USB разъемов, в данном случае 4. Далее, что нас интересует, помимо системной платы, это, конечно же, процессор. Сердце компьютера, так скажем. Процессор от AMD, модель FX 4300, имеет в себе 4 ядра. Частота ядер 3,8 ГГц. С возможностью разгона процессора. Технология Turbo Core 2.0, где возможно разогнать процессор до частоты 4 ГГц. Объем кэша данного процессора 4 на 4 мегабайта. Ну и что еще здесь стоит сказать? То, что процессор сильно тепловыделительный. Поэтому и был установлен более мощный кулер. Насчет кулера, если говорить о кулере, то мощность его тепловыделения 130 Вт. Прежде здесь был установлен изначально 95 Вт, его не хватило. Поэтому он и был заменен. Данным компьютером я пользовался месяц после покупки, и вот только решил записать видео, чтобы полностью узнать все его плюсы и минусы. Это что касается системной платы, процессора и кулера. Это мы рассмотрели. Пойдем далее. Забыл сказать, что наш процессор не имеет встроенного графического ядра. А сейчас мы рассмотрим видеокарту, которая будет установлена в нашем компьютере. Изначально я в этот компьютер ставил другую карточку, но ее мощности мне было недостаточно, поэтому я ее заменил. Позже в прайс-листе вы можете это увидеть, где я покажу вам, какие цены на данное устройство и что было заменено. Что из себя представляет данная видеокарта? Во-первых, что было удивительно, она не имеет дополнительных разъемов питания, что очень странно для таких мощностей. Дальше. Из разъемов имеется DVI разъем, VGA разъема нет, HDMI разъем также имеется. Данная видеокарта имеет объем памяти 4 гигабайта, что немало для современных видеокарт. Ее объем видеоядра 1212 МГц, а также имеется возможность разгона. Мы всегда можем увеличить тактовую частоту видеоядра. И что стоит еще сказать, очень интересно, это о системе охлаждения видеокарты. Здесь есть небольшой вентилятор на радиаторе. Обычно такие видеокарточки имеют два вентилятора, но, видимо, здесь и достаточно одного, для того, чтобы охладить
эту видеокарту. Хотя все, что видеокарты, что процессоры, имеют огромное тепловыделение. Ну, по результатам месяца использования ничего не перегревалось, так что все в порядке. Далее была приобретена оперативная память от производителя Crackle на 8 гигабайт объема памяти, тип DDR3, частота тактовая данной оперативной памяти 1600 МГц. В принципе, неплохая оперативная память. 8 гигабайт достаточно или нет? Ну, я думаю, что вполне достаточно. Хотя, если вы хотите больших мощностей, нужно брать уже 16. Я преследую цели максимально бюджетно собрать игровой компьютер с нуля, поэтому мне достаточно 8. Смотреть несколько устройств. Конечно же, компьютер не обойдется без постоянной памяти. В нашем случае это жесткий диск. Жесткий диск от компании Seagate. Его объем 1 терабайт. Объем кэш-памяти 64 мегабайта. И максимальная скорость передачи данных 123 мегабайта в секунду. Это вполне нормально. Не самый дешевый жесткий диск. Разъем интерфейса SATA 3.0. Вот такой жесткий диск. Приобретен блок питания, без него никуда. Он будет питать всю систему. Блок питания от компании Aerocool, модель VX500. Обычно в модели указывается то число, которое является его мощностью. То есть данный блок питания на 500 Вт, что вполне достаточно, чтобы запитать все наши устройства. Кстати говоря, система охлаждения у него снизу. Вентилятор установлен большой. Его мы будем ставить в наш ПК. Еще следует сказать о блоке питания, то что обязательно нужно смотреть, какое количество разъемов он имеет. То есть, если видеокарта имела бы дополнительные разъемы питания, то, возможно, данный блок питания нам бы не подошел. Поэтому при покупке это стоило бы учесть, что я и сделал. По колхозному замотал изолентой, чтобы что? Чтобы провода не болтались и не висели. Последнее, что нам нужно будет, это, естественно, корпус, в который мы будем помещать все наши комплектующие. Корпус у нас от компании Asus. Корпус ATX, то есть стандарт. В комплекте с корпусом сразу шло 2 вентилятора охлаждения внутри. Как их установить, это уже выбираем мы. Один на выдув, другой на вдув, чтобы циркуляция воздуха была наиболее эффективной. Сразу же я вставил дисковод отдельно, так как покупать его не видел смысла, лишней траты денег. Вот такой корпус. Также есть пластиковое окошко, видны все комплектующие, вентиляторы с подсветкой, поэтому очень смотрится красиво. Также он недорогой. О прайсе цен я уже говорил, они будут чуть позже. Блок питания устанавливается внизу в данной модели корпуса. Сейчас я все соберу воедино, чтобы показать вам результат. Как собирать правильно все комплектующие показывать не буду, потому что цель данного ролика была просто показать, что мы можем собрать за данную цену, а не как. Поэтому буду собирать и не буду это снимать. Сейчас перед собой вы видите прайс с ценами.
Также некоторые устройства, которые вы видите перед собой, были заменены. Итого получилась такая сумма. Вы ознакомились с ценами на все описанные нами устройства. Наш корпус уже укомплектован всеми комплектующими. Вот так это выглядит во внутреннем пространстве системного блока. Постарался сделать это наиболее аккуратно, чтобы провода не касались других устройств. Такая интересная вот красная подсветка. Сейчас я установлю крышку на место, покажу вам, как это выглядит, и мы перейдем к программному обеспечению, которое было установлено на данную сборку. На данный компьютер была установлена Windows 10 Professional лицензия. Как можно очень дешево купить операционную систему Windows 10 и установить ее, вы можете ознакомиться по ссылочке в описании. Там у меня есть видео отдельное. Также вы можете посмотреть, какими техническими характеристиками обладает данная сборка, о которых я уже говорил, то есть какой процессор, сколько установлено оперативной памяти, а также какими характеристиками обладает видеокарта. Как она называется, какой объем памяти, частота ядра и так далее. Сюда же я установил полный пакет Office, тоже лицензионный. Об этом тоже у меня есть видео. В общем, вот так была оснащена наша сборка. Также сейчас мы проведем небольшой тест, а также на практике посмотрим, как данный компьютер тянет игры и так далее. А сейчас, как обычно полагается, мы сделаем тест работоспособности и возможностей нашей видеокарты с помощью программы FurMark. Запустим программу, выберем разрешение экрана. В данном случае я пользуюсь таким разрешением 1920 на 1080. Это 16 к 9. Выберем качество видео самое высокое, 4К Ultra HD. И нажмем GPU стресс тест. Здесь мы можем наблюдать, как наша видеокарта будет работать в таких условиях. Можем наблюдать, есть ли зависание, проседание FPS, либо их нет. Также можем наблюдать температуру. Подождав пару часов, мы можем наблюдать, как и в каких условиях работает карта, не перегревается ли она. Также я посчитал нужным записать с помощью камеры, так как съемка рабочего стола значительно просаживает FPS в тесте FurMark. Вы, может быть, наблюдали немножечко зависания. В принципе, никаких зависаний без съемки экрана здесь не видно. Позже я на практике на примере игры покажу, что бывает при записи стримов игры. Вот здесь можете наблюдать FPS. Данная сборка позволяет играть во все современные игры на высоких настройках, в том числе и на ультра настройках. Все вполне играбельно. Вот вы можете убедиться, перед нами игра GTA 5. Стоят высокие настройки. Никаких лагов и зависаний нет.
При использовании каких-либо спецэффектов тоже FPS особо не проседает. Давайте рассмотрим еще несколько игр, как они будут работать на максималках, будут ли лаги и зависания. Вот одна из игр, это Ведьмак, третья часть. На ультрах зависаний нет. Ну и самая популярная игра — это Counter-Strike Global Offensive. Здесь тоже самые высокие настройки, ничего не глючит, ничего не лагает. То есть, в принципе, компьютер справляется со своими обязанностями, и цель, так скажем, достигнута. Мы собрали компьютер по минимальной цене, экономично, тянет все игры, как и задумывалось. К сожалению, запись стримов игр на данной сборке не подходит, потому что, как вы видите, зависание, FPS проседает. Также стоят высокие настройки в игре. Вот что мы получили за 30 тысяч рублей. Вентиляторы я установил так, чтобы они создали эффективную циркуляцию воздуха. Уважаемые зрители, рекомендую подписаться на наш канал, а также включить оповещения, чтобы не пропускать интересные и полезные ролики, которые мы стараемся выкладывать практически каждый день. Каждый для себя найдет на данном канале много интересного и полезного. Спасибо вам за внимание.